25 ноября 1981 года. Международный аэропорт острова Мае, Сейшелы. Такое, знаете, райское местечко, бирюзовая вода, пальмы, серые гранитные скалы, торчащие прямо из океана. С рейса авиакомпании Royal Swazi Airlines, прибывшего из Свазиленда, сходит шумная компания мужчин. Загорелые, крепкие, в отпускном, я бы сказал, настроении. И у них даже есть собственное название. Благотворительный клуб любителей пива со смешным титулом «Древний орден Пенадува» или «Ancient Order of Fruit Blowers». В багажнике игрушки для местного приюта и, разумеется, бутылки. Таможенник досматривает сумки, и один чемодан ему кажется слишком тяжелым для своего размера. Он вскрывает его, и под фальшивой панелью на двойном дне оказывается разобранный автомат Калашникова. И тут в аэропорту начинается перестрелка. Любители пива захватывают здание, а затем и пассажирский Боинг индийской авиакомпании Air India, который как раз садится на полосу. На нем они улетают обратно в Африку, в южноафриканский Дурбан. И это был провалившийся государственный переворот, а любители пива были наемниками. Человеку, который ими командовал, было 62 года. 20 лет он считался самым известным наемником на планете. Газеты называли его «Бешеный Майк». Он воевал в Африке, освобождал заложников и стал прообразом героя голливудского фильма, который, кстати, сам же потом и консультировал. Его звали Майк Хоар. Бухгалтер по образованию, майор британской армии в прошлом, гид, водивший туристов на сафари и при этом лицо целой эпохи, которую назовут эпохой диких гусей, европейцев, отправившихся в 60-е воевать в Африку за деньги. Их история начинается не на Сейшелах, а на 20 лет раньше, в стране, которая получила свободу и почти мгновенно за нее поплатилась. За 4 серии, 3 из которых вышли на секретном канале, 1 на Ютубе, мы видели, что наемничество почти всегда было чем-то прикрыто. Кондотьеры действовали по официальным договорам с городами. Ост-Индская компания имела королевскую хартию, а Air America формально считалась гражданской авиакомпанией. У частной войны обычно была какая-то законная оболочка. Поколение наемников, о котором пойдет речь сегодня, выбивается из этого ряда. Эти люди приезжали воевать как частные лица по прямому контракту с местным правительством, не прикрываясь ни компанией, ни легендой. Они почти не скрывались, и поэтому о них так много писали газеты, а позже именно из-за них начнут принимать международные законы против наемничества. Появилось это поколение не случайно. К концу 50-х годов в Европе было много профессиональных военных, оставшихся без работы. Колониальные империи рушились, а вместе с ними расформировывались армии, которые эти империи содержали по всему миру. Тысячи офицеров и солдат, всю жизнь занимавшихся только войной, внезапно оказались никому не нужны. Сильнее всего это ударило по французам. За их плечами было 2 проигранные колониальные войны. Сначала война в Индокитае, где Франция пыталась удержать свои колонии на территории нынешнего Вьетнама, Лаоса и Камбоджи и воевала против местного коммунистического движения Вьетминь. Эту войну Франция проиграла в 1954-м после разгрома при Дьон-Бьонфу. Почти сразу же началась война в Алжире, которая тогда считалась не колонией, а частью самой Франции. Там французская армия воевала против местных повстанцев, добивавшихся независимости. Война шла с 1954 по 1962 год и тоже закончилась поражением. Алжир стал независимым. Для многих французских офицеров это стало личной трагедией, ведь Алжир они считали всегда своей землей. Часть из них вступила в подпольную секретную армейскую организацию, известную по аббревиатуре ОАС, которая устраивала теракты и даже пытались убить президента де Голля. После ее разгрома многие участники оказались вне закона, у себя на родине. И наемничество стало для них, пожалуй, единственным способом продолжать заниматься войной. Именно этим путем, как мы увидим в следующей серии, которую можно будет посмотреть в секретном канале, придет и в профессию Боб Динар. У британцев все шло не так драматично. Они не переживали разгрома масштаба Дьон-Бьонфу и
не дошли до подполья и теракта против собственного государства, но итог оказался схожим. После Второй мировой войны удерживать огромную империю становилось все труднее. Страна была истощена войной, в заморских владениях набирали силу движения за независимость, а мир в целом все хуже относился к самой идее господства над чужими землями. Британия еще вела колониальные войны на окраинах империи – в Малайи, в Кении, на Кипре, но удержать территории это уже не помогало. И они одна за другой становились независимыми. Армейские части, годами стоявшие в этих землях, расформировывались, а множество ветеранов и кадровых офицеров, знавших только солдатское ремесло, остались неудел. Уходила из своих владений не только Британия. Освобождались и другие европейцы, чья жизнь была связана с Африкой напрямую. Среди будущих наемников было немало бельгийцев, а также белых жителей юга континента, граждан Южноафриканской республики и Родезии. Всех этих очень разных людей, и французов, и британцев, объединяло одно английское выражение – «soldier of fortune», то есть «солдаты удачи». Так наемников называли в английском языке еще с XVI века. Слово «fortune» здесь прежде всего означало судьбу и удачу, но в нем слышен и оттенок наживы, ведь по-английски «fortune» — это еще и состояние богатства. Так что солдат удачи — это человек, который служит за плату и идет туда, куда ведет его военное счастье. Позже, уже в Африке, к этим людям приклеивается совсем другое прозвище. Местные станут называть их «les affreux», что в переводе с французского означает «ужасные» или «жуткие». И все же одни деньги не объясняют всего. Кто-то шел на войну ради политики и борьбы с коммунизмом. Кто-то приносил с собой расовые убеждения уходящей колониальной эпохи, а кто-то просто не умел больше ничего, кроме как воевать. К этому же ремеслу пришел и человек, которому предстояло стать самым известным наемником своего поколения. Хотя поначалу ничто этого не предвещало. Томас Майк Хоор родился 17 марта 1919 года в Калькутте, в Британской Индии. Его семья была ирландского происхождения, а отец служил капитаном торгового флота. Учился Хоор в Англии, и его первая профессия не имела к войне никакого ровным счетом отношения. В начале 1940-х он получил квалификацию дипломированного бухгалтера. Затем была война. Хоор служил в британской армии в Бирме, на одном из самых тяжелых театров боевых действий Второй мировой. Бои шли в джунглях против японской армии. В условиях жары и тропических болезней Хоор служил в разведке и дослужился до звания майора. Там он и получил опыт той войны, которая позже станет его специальностью. Войны без сплошной линии фронта, построенные на засадах и действиях небольших маневренных отрядов. После войны в бухгалтерию Хоор не вернулся. Он переехал в Южную Африку, в город Дурбан, где и занялся организацией сафари и автомобильных экспедиций вглубь континента, а также яхтенным делом. К началу 60-х он уже много лет жил в Африке и хорошо знал ее географию и местные порядки. И если задуматься, человек, который умеет провести колонну грузовиков через полконтинента, договориться, пожалуй, с кем угодно на любой границе и не потеряет при этом ни одного клиента. А это уже почти готовый командир наемного отряда. Хоору оставалось только сменить пассажиров на солдат. Тем временем в 1960 году в самом сердце Африки появилось на свет новое независимое государство, которое почти сразу погрузилось в хаос. Огромная страна в центре континента. Конго. Глобальная турбулентность сегодня выступает основным источником тревоги для бизнес-сообщества, особенно остро влияя на деятельность российских компаний. В текущих реалиях приоритетными задачами менеджмента становится оптимизация затрат, эффективное управление рисками и, конечно, формирование пула проверенных партнеров. Более 1000 российских компаний выбрали Мака Эксперт в качестве гаранта финансовой стабильности. Создатель компании Мака Александр Лыков стал первопроходцем и внедрил первую в России систему бухгалтерского конвейера до 80%, снизив траты компании на содержание бухгалтерии. С Мака Эксперт вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций, и больше не нужно тратиться на поиск и зарплаты штатных сотрудников, организацию их рабочих мест и так далее. Вместо одного бухгалтера вы нанимаете команду из 6 экспертных департаментов, что гарантирует защиту от штрафов и ошибок. Мака способны полностью заменить собой всю бухгалтерию компании вместе с главным бухгалтером, или могут стать его
отличным партнером и помощником, взяв на себя отдельные участки, например, расчет заработной платы. Более 11 лет Мако удерживает стоимость услуг на комфортном уровне, несмотря на инфляцию и внешние факторы, обеспечивая своим клиентам финансовую предсказуемость. От Калининграда до Находки, от Мариуполя до Симферополя всего от 2500 рублей бухгалтерия уровня больших корпораций под ключ. Первый месяц всегда бесплатно, а ссылочку я оставил в описании. Переходите. Чтобы понять, во что ввязался Майк Хоар, нужно сначала понять саму страну. История Конго — это история одной из самых страшных колоний в мире. В 1885 году огромная территория в центре Африки стала личной собственностью бельгийского короля Леопольда II и получила издевательски красивое название — «Свободное государство Конго». Свободным оно было только для короля. Леопольд выкачивал из этой земли каучук, а местных жителей сгоняли на работы под угрозой расправы. Следила за этим вооруженная колониальная жандармерия «Форс Публик». И именно с ней связана самая жуткая деталь того режима. Патроны были дорогими, и за каждый выстрел жандармерия отчитывалась. За израсходованный патрон полагалось предъявить доказательство, что он ушел на дело. И таким доказательством служила отрубленная рука убитого. Одна пуля – одна рука. Солдат, потративший патроны впустую или на охоту, руку для отчетности все равно добывал, отрубая их у живых людей. Их собирали в корзины и пересчитывали. За 20 с лишним лет этого режима в Конго погибли миллионы людей. Когда масштабы происходящего стали известны миру, разразился скандал. И в 1908 году Леопольду пришлось передать колонию бельгийскому государству. И так возникла бельгийская Конго, просуществовавшая до 1960 года. Полвека бельгийского правления изменили методы, но не суть. Бельгия извлекала из колонии ресурсы и почти ничего не вкладывала в людей. К моменту, когда заговорили о независимости, в стране с населением около 14 миллионов человек почти не было образованных конголезцев. Ни своих врачей, ни инженеров, ни офицеров, ни управленцев. Всеми делами по-прежнему заправляли бельгийцы. И в этой ситуации Бельгия приняла решение, которое во многом и предопределило катастрофу. Под давлением растущего движения за независимость она решила уйти, но уйти быстро, почти не готовя страну к самостоятельной жизни. 30 июня 1960 года была провозглашена независимость. На карте появилась Республика Конго со столицей в Леопольдвилле, городе, который сегодня называется Киншаса. Рядом находилась другая страна с почти таким же названием, бывшая французская колония со столицей Браззавиль. Чтобы их не путать, новое государство часто называли Конго-Леопольдвиль, а соседнее — Конго-Браззавиль. Молодой страной предстояло кому-то управлять, и власть в ней поделили между собой несколько человек, чьи имена, конечно, стоит запомнить. Первым премьер-министром стал Патрис Лумумба, лидер партии, победивший на выборах накануне независимости. Пламенный оратор, левый националист и панафриканист, он мечтал о по-настоящему независимой Африке и резко говорил о колониальном прошлом. Насколько резко, стало понятно уже в день независимости. На торжественной церемонии король Бельгии Бодуэн произнес речь о том, каким благом обернулось для Конго правление Леопольда. Лумумбе слова не давали, но он все равно поднялся и ответил прямо при короле и при послах. Он говорил о принудительном труде, о побоях и о том, что свободу у Бельгии не выпросили, а отвоевали. Бельгийцы были возмущены, а конголезцы встретили речь овациями. Многие потом считали, что судьба Лумумбы решилась именно в этот момент. Первым президентом стал Жозеф Касафубу, глава другой крупной партии, человек более умеренный и осторожный. Они представляли разные силы и разные взгляды на будущее страны. И с самого начала, конечно, не доверяли друг другу. Их союз был вынужденным компромиссом, который мог бы рухнуть в любой момент. Третьей крупной фигурой был Моис Чомбе, лидер провинции Катанга на юго-востоке страны. Катанга была, пожалуй, самой богатой провинцией Конго. Там добывали медь, кобальт, когда-то даже и уран, тот самый,
что в годы войны шел на американский атомный проект. Все это богатство контролировала бельгийская горнодобывающая компания Union Minière du Haut-Katanga. Чомбе был связан с этим бельгийским капиталом и ориентировался на запад. На одну Катангу приходилось около половины всех доходов бюджета Конго. Провинция кормила страну и прекрасно это понимала. И, наконец, была еще одна фигура. Человек, который пока держался в тени. Жозеф Дезире Мабуту. Полковник и начальник штаба молодой конголезской армии. В наступающем хаосе он окажется одной из ключевых фигур. А хаос начинается почти сразу, после провозглашения независимости. Прошло всего несколько дней после торжеств, как в армии вспыхнул мятеж. Армия эта называлась «Форс Пюблик», та самая с корзинами отрубленных рук. Солдаты-конголезцы взбунтовались против своих белых офицеров, которые после независимости остались командовать, как ни в чем не бывало. Поводом для этого стала фраза бельгийского генерала Янсенса, написавшего перед строем на доске «До независимости равно после независимости». Он хотел сказать, что порядки в армии не изменятся. Однако солдаты прочли это иначе, что для них не изменится вообще ничего. Начались беспорядки, насилие, и тысячи европейцев в панике бросились бежать из страны. Государство, не успев толком окрепнуть и родиться, начало разваливаться. И тут свой ход сделал Чомбе. 11 июля 1960 года богатая Катанга объявила, что отделяется от Конго. Зачем делиться доходами от меди и кобальта со слабым и нищим центром, когда можно оставить все себе? За спиной Чомбе стояла Union Minière, которой отделение было прямо выгодно, и компания фактически финансировала сепаратистов. А следом за Катангой о своем отделении объявляет и другая богатая провинция Южная Касай. Бельгия, формально уже ушедшая из Конго, ввела в него войска, якобы для защиты своих граждан. На деле это означало поддержку Катанги и ее отделения. Лумумба оказался в отчаянном положении. Страна разваливалась на куски. Бывшая метрополия вернула войска. Он обратился за помощью к ООН. Миротворцы прибыли, но подавлять сепаратистов и силой возвращать Катангу отказались. На тот момент их мандат этого просто не допускал. Они пришли следить за уходом бельгийцев, а не воевать за целостность страны. И тогда Лумумба обратился за помощью к Советскому Союзу. В Конго пошли советские самолеты и грузовики. Вот здесь к африканской драме подключается холодная война. На Западе на советскую помощь Лумумбе отреагировали с тревогой. В самом центре Африки мог появиться дружественный Москве режим. Вторая Куба. Осенью 1960 года отношения между Касавубу и Лумумбой окончательно испортились. Президент и премьер публично объявили о смещении друг друга, и стало неясно, кто вообще управляет страной. В этой неразберихе Мабуту совершил свой первый военный переворот. Он отстранил от власти и Касавубу, и Лумумбу, заявив, что армия лишь временно берет управление на себя, чтобы навести порядок, а сам ни на чью сторону не встает. Заодно он высылает из страны советских советников. А за кулисами в этот момент действовала ЦРУ, считавшая Лумумбу советской угрозой, которую нужно устранить. Президентом ЦРУ в Леопольдвилле был Лоуренс Девлин. Та самая комиссия Чорча, которая в 1975 году вскрыла дела вокруг Air America, раскопала и историю Конго. Выяснилось, что ЦРУ разработала план убийства Лумумбы. Ученый ведомства подготовил отравляющее вещество и переправил его Девлину, чтобы отравить премьера. Отравой предполагалось смазать что-нибудь бытовое, например, зубную щетку. Девлин, по его собственным рассказам, держал пробирку в сейфе, тянул время и, в конце концов, вылил ее содержимое в реку Конго. Да, этот план так и не был приведен в исполнение, и Лумумбу убил не яд ЦРУ. Но желание устранить его существовало вполне реально, и, кстати, это многое говорит об атмосфере того времени. Лумумба попытался бежать, но был схвачен солдатами Мабуту и жестоко избит. 17 января 1961 года его доставили в Катангу, в руки Чомбе и его людей, и там его расстреляли. При убийстве присутствовали и катангские власти, и бельгийские офицеры. Чтобы скрыть следы, тело потом уничтожили, растворив в кислоте.
По преобладающей на сегодняшний день версии, исполнителями были люди Чомба и бельгийцы. ЦРУ, хоть и желала смерти Лумумбу, к самому убийству прямого отношения, судя по всему, вообще не имела. Спустя десятилетия, в 2002 году, Бельгия официально принесла извинения за свою роль в гибели Лумумбы. А в 2022 году вернула его семье единственное, что осталось от тела – золотой зуб, который один из бельгийцев, руководивший уничтожением останков, забрал себе на память. К чему все это, если наша история вообще про наемников и про Майка Хоара? К тому, что без этой картины не понять, в какой котел попал этот человек. К гибели Лумумбы сам Хоар отношения, конечно, не имел. Вся эта политическая буря объясняет другое. Почему Запад, бельгийские деньги и наемники со всего света вообще оказались в Конго? И одним из этих наемников, конечно, был Хоар. А попал он туда вот так. Мятежной Катанге, объявившей о своей независимости, нужна была армия. Своих обученных офицеров у нее не было, зато были деньги Юнион Миньера. И Катанга начала нанимать европейских наемников. Именно тогда в Конго и хлынули те самые ужасные бельгийцы, французы, южноафриканцы, британцы, родезийцы. Среди этих людей оказался и опытный военный из Дурбана, прекрасно знавший Африку Майк Хоар. Так бывший бухгалтер и организатор сафари получил свой первый наемный контракт и встал во главе отряда, воевавшего за Катангу. И вот что важно, потому что очень скоро все перевернется с ног на голову. В эти годы, с 1960 года по 1963, Хоар воюет против центрального правительства Конго и за сепаратистскую Катангу. Он на стороне отделения, на стороне Чомбе и стоящих за ним бельгийских денег. Воевать наемникам Катанги приходилось не только с правительственными войсками, но и силами ООН. Миротворцы, поначалу не желавшие вмешиваться, со временем перешли к настоящим боевым операциям против катанской армии и ее наемников. Произошло это по прямому решению Совета Безопасности. В феврале 1961 года его резолюция впервые разрешила ООН применить силу, а в ноябре новая резолюция потребовала изгнать из Катанги всех иностранных военных и наемников. С войной в Катанге связана одна из самых, пожалуй, загадочных смертей той эпохи. 18 сентября 1961 года генеральный секретарь ООН Даг Хаммершольд летел на переговоры о прекращении огня в Катанге. Его самолет разбился ночью неподалеку от города Ндола. Хаммершольд погиб, но что именно произошло, спорят до сих пор. Версии расходятся от ошибки пилота до того, что самолет был сбит. Самая живучая из версий, кстати, гласит, что самолет Хаммершольда сбил катангский истребитель. У Катанги была действительно своя маленькая авиация, реактивные учебные «Фуга-Мажистер», и летали на них наемники. Одним из подозреваемых много лет называли бельгийского летчика Янна ван Рисигема. Он умер в 2007 году, и уже после его смерти всплыло, что близкому другу он якобы признался. В ту ночь он поднялся в воздух и открыл огонь по транспортному самолету. И он даже не знал, кто на борту. Доказать это невозможно, и его слова оспариваются, хотя бы потому, что маленький Фуга плохо подходил для ночного перехвата. Но версию не закрыли. ООН официально возобновляла расследование в 2015 и в 2017 годах, и назначенный ею судья, бывший главный судья Танзании, пришел к осторожному выводу, что внешнее воздействие остается правдоподобным, а часть государств до сих пор не рассекретили свои архивы. Генерального секретаря ООН мог сбить наемник на учебном самолете. А через 2 месяца после его гибели ООН примет ту самую резолюцию, которая потребует выдворить наемников из Конго. В итоге переговоры так и не состоялись, и война в Катанге продолжилась. В конце концов, мощь ООН взяла вверх. К январю 1963 года сопротивление Катанги было сломлено. Отделение подавлено, о чем бы бежал в изгнание в Испанию. На этом первая командировка Майка Хоара в Конго заканчивается. Он воевал на проигравшей стороне. Но не прошло и 1,5 лет после падения Катанги, как и Чомбе, и Хоар снова понадобятся Конго. История, которая, казалось бы, закончилась их поражением, получила неожиданное продолжение. В начале 1964 года в Конго началось новое восстание. На западе, в провинции Квилу, поднял людей бывший соратник Лумумбы Пьер Мулеля. А вскоре
Волнения охватили восток страны, где они принимали куда больший размах. Повстанцев там называли «симба». Слово это значит «лев» на суахили, языке, распространенном в Восточной Африке и в восточных провинциях Конго, где, кстати, и шло восстание. Движение было левым и опиралось на память об убитом Лумумбе и его мечте о настоящей независимой Африке. Какую-то помощь восставшие получили извне, через соседние Танзанию и Конго-Браззавиль, при сочувствии стран Восточного блока, но выросло движение прежде всего на местной почве. Независимость, полученная в 1960 году, простому конголезцу ничего бы не давала. Бедность осталась прежней, экономика по-прежнему была в руках европейцев, а власть досталась узкой прослойке политиков и чиновников, которые быстро богатели. Симба обещали смести эту верхушку и установить справедливость. И за ними пошли крестьяне, безработная молодежь и бывшие солдаты. Правительственные войска ничего с этим не могли поделать. Конголезская армия, плохо обученная и деморализованная, разбегалась при первых же столкновениях с повстанцами. Симба заняли почти треть страны, а 4 августа 1964 года взяли крупный город Стенлевиль, который сегодня называется Кисангани, и провозгласили там собственное правительство. Центральная власть в Леопольдвилле оказалась на грани краха. В этой ситуации президент Касавубу вернул из испанского изгнания Моизе Чомбе и в июле 1964 года назначил его премьер-министром всего Конго. Расчет строился на том, что Чомбе умел доставать деньги, оружие и наемников, сохранял связи в Бельгии среди западных промышленников и готов был вести войну без оглядки. Чомбе взялся за дело знакомым способом. Армия, способная остановить Симба, у государства фактически отсутствовала, и он снова позвал Майка Хоара, которого знал тогда еще по катангским временам. И так появилось подразделение, вошедшее в историю как Five Commando. Формально оно входило в конголезскую армию ANC – Armée Nationale Congolaise, но состояло из иностранцев и говорило по-английски, потому что собрали его в основном из южноафриканцев и родезийцев. Боевое ядро насчитывало около 300 человек, хотя за все время через подразделение прошло гораздо больше. Отставные военные, искатели приключений и просто люди без определенных занятий, которых манили деньги и война. Платили хорошо. Рядовому несколько сотен долларов в месяц, офицерам больше, плюс премии и боевые. Хор тщательно отбирал бойцов и насаждал жесткую дисциплину, превращая этих разных и случайных людей в настоящую воинскую часть. И на поле боя она себя оправдала. Правда, вся эта дисциплина держалась только в бою. Вне боя порядка было гораздо меньше. Отряд шел по стране и грабил занятые города, и Хор прекрасно об этом знал. Более того, грабеж был встроен в саму систему оплаты. Конголезское правительство платило наемникам нерегулярно, и добыча негласно считалась частью заработка. Сам Хор в своих книгах пишет о мародерстве спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. При всем этом западные газеты сделали из Хора джентльмена. Трубка, усы, свой кодекс чести. Таким он, кстати, и оставался в памяти многих. В паре Чомбе и Хоара была своя ирония. Еще недавно оба воевали против центрального правительства, помогая отколоть Катангу, а теперь уже служили тому же правительству и защищали целостность страны, которую сами недавно пытались развалить. Чомбе сменил сторону, потому что так открывается путь к власти. Хоор, потому что ему платили. Ни для того, ни для другого знамя ничего не значило. Имел значение только интерес. А воевать им предстояло с весьма необычным противником. Бойцы Симба верили в магию, которую называли дава, что на суахили значило лекарство или снадобье. Знахари-колдуны давали воинам зелья и амулеты, обещая неуязвимость. Вражеские пули, по их словам, превратятся в воду, и вера во все это была совершенно искренней, и потому Симба шли в атаку в полный рост. Они не пригибались и не прятались. Когда первые ряды начали падать под пулеметным огнем, вера в защиту разом обрушивалась, и недавно бесстрашные воины обращались в бегство. Дисциплинированный огонь обученных бойцов почти всегда оказывался сильнее заклинаний. Была у восстания и другая сторона. На захваченных территориях Симба развернули массовый террор. Они убивали тех, кого считали врагами революции, образованных конголезцев, чиновников, учителей, и счет их жертв шел на тысячи.
Кроме того, они захватили в плен европейцев, прежде всего миссионеров и работников консульств. К поздней осени 1964 года в одном только Стэнливилле в руках повстанцев находилось от 1,5 до 2 тысяч иностранцев, которых держали как заложников и грозили казнить, если правительственные войска подойдут к городу. Именно их судьба и привела к самой громкой операции той войны. Спасать заложников взялись 2 западные страны. Бельгия, как бывшая метрополия, отвечала за своих граждан, которых среди пленных было больше всего, а Соединенные Штаты видели в Конго важную точку противостояния с Восточным блоком и не хотели победы левых повстанцев. 24 ноября 1964 года они провели операцию под названием «Красный дракон». По-французски это «Драгон Руж». Около 300 бельгийских парашютистов из элитного полка «Парас Командос» десантировались прямо над Стэнливиллем. Доставили их американские транспортные самолеты Си-130, которые шли к городу через остров Вознесения и базу Камена. Одновременно к городу с земли пробивалась колонна Five Команда вместе с конголезскими войсками, расчищая дорогу. Вывести удалось около 2000 человек, но в первые же минуты высадки Симбы успели открыть огонь по пленным. Погибли десятки заложников, и среди них американский врач-миссионер Пол Карлсон, чья гибель стала в США символом всей этой истории. Вовчик, Шо, Лёх? хочешь прикол? Часы Кейс-Гуру сделаны в Китае. Что, серьезно? Реально. Открыта страшная тайна. Кейс-Гуру сделаны в Китае. Как и 90% всей электроники в мире. Почему же тогда на коробках Кейс-Гуру написано «Созданы в Тюмени»? Да потому что, как говорят производители, в Тюмени находятся мозги проекта. Здесь рождаются идеи, проходят тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и внедряют собственную нейромодель, которая называется «Сенсора». В смарт-часах Кейс-Гуру такая есть. И знаешь, глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, он ведь лично контролирует разработку. В народе его прозвали тюменским Илоном Маском. Я сначала смеялся, а потом такой: боже, Тюмень-то это инженерия, гарантия и ответственность. А Китай — это масштабирование производства. И так появились тюменские смарт-часы Кейс-Гуру с рекордными характеристиками. Продаются они, кстати, только напрямую у разработчика. Да куда же ты? У тюменских смарт-часов Кейс-Гуру Nova изогнутый дисплей, и благодаря этому улучшаются углы обзора, а информация хорошо видна при разных положениях руки. У многих аналогов, кстати, используются обычные плоские экраны. У Кейс-Гуру Nova мощный динамик и микрофон. Качество звука во время разговора, как у смартфона. И, кстати, вы, если любитель там погонять по парку или на велосипеде, или лысого погонять, тюменские часы Кейс-Гуру Sport 2 получили Full HD дисплей. По четкости, в общем, как у телевизора. Рекордная четкость. Изображение хорошо различимо вне зависимости от особенностей зрения. У Кейс-Гуру Sport 2 гибридный корпус 2 в 1. Он устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Это не какие-нибудь там вам Apple Watch. Простудился немного. Тюменские часы Кейс-Гуру Classic 2, которые премиальный аккумулятор с замедленным старением получили. Замедленное старение, надо же, а? Он рассчитан на срок до 7 лет работы. Это до 3 раз дольше, чем у аналогов. А у Кейс-Гуру Classic 2, вообще скажу вам по секрету, более 150 спортивных режимов. Да, это, скажете, мировой рекорд, будете правы. Больше режимов, точнее замеры и точнее рекомендация от умного алгоритма Сенсора. Так и хочется спеть песню. Когда меня не станет, останется сенсор. Кстати, ну и дополнительная характеристика, о которой Вадим Боков не знает. Они очень хорошо сохраняют цвет вашей кожи. То есть в любую погоду, будь то плюс 35 или 100 градусов, ваша кожа остается вашей. Я собираюсь что-то рекомендовать? Да. Выбирайте тюменские смарт-часы Кейс-Гуру по ссылке в описании и по QR-коду на экране. Я когда уеду, он появится. А по промокоду Калибр26 получите скидочку до 1000 рублей. Времена нелегкие, знаете. Вот он здесь.
Через 2 дня, 26 ноября, прошла вторая операция «Черный дракон» или «Драгон Нуар». Это была высадка в городе Паулес, сегодня это, кстати, Исира, ради спасения еще одной группы пленных. К исходу того же дня наземная колонна вошла в Стэнливиль и выбила оттуда Симба. Падение Стэнливиля переломило ход войны. Восстание лишилось столицы, а вместе с ней и центра управления. В течение 1965 года правительственные войска вместе с наемниками Хора шаг за шагом отбивали захваченные города и оттесняли Симба к восточным границам. Помогала им в воздухе и авиация, но за штурвалами сидели не конголезцы. Самолетами управляли антикастровские, кубинские пилоты-эмигранты, нанятые ЦРУ. Они летали на бомбардировщиках Би-26 и штурмовиках Т-28 под видом конголезских ВВС, и многие из них были ветеранами провального десанта в заливе Свиней в 1961-м. Теми самыми кубинцами, которых ЦРУ когда-то бросила на Кастро. На Фиделя Кастро. Перед нами та же государственная лазейка, что и в случае с Air America. На бумаге это конголезская авиация, на деле люди ЦРУ по чужим флагам. Восставшим также пытались помочь со стороны. Весной 1965 года в Восточный Конго тайно прибыл Че Гевара. После победы на Кубе он верил, что революцию надо нести дальше, и Африка казалась ему слабым звеном Запада. Че привел с собой сотни кубинцев, чтобы обучить повстанцев настоящей партизанской войне. Приехал он туда, кстати, под именем Тату, что на суахиле значит «три». Номера раздавали всем кубинским командирам, и Че нарочно взял себе 3-й, чтобы его не приняли за старшего. А ради той же скрытности он сбрил бороду и надел очки. Так что узнать в нем знаменитого команданта было практически невозможно. Среди местных командиров, с которыми он работал, был молодой Лоран Дезире Кабила, которому однажды предстоит возглавить всю страну. Но случится это все очень нескоро. Так на одном клочке земли Восточного Конго сошлись сразу же 3 силы. У озера Танганьика Че Гевара со своими кубинцами обучал Симба. Против них по земле шли колонны Five Команда, люди Майка Хоара, а в небе их прикрывали те самые кубинские летчики ЦРУ, что бежали от Кастро. Получилось, что кубинцы воевали против кубинцев, одни за деньги ЦРУ, другие ради мировой революции. Друг о друге они, кстати, почти ничего не знали. Хоар только догадывался, что у Симба появились толковые инструкторы, но Че в Конго ничего не добился. Он рассчитывал возглавить настоящую партизанскую армию, а приехал слишком поздно. Симба к тому времени уже разбили под Стэнливилем. Их командиры разъехались по столицам заниматься политикой, а снабжения практически не было. Вместо революционной армии Че Гевара застал разрозненные остатки. Свои записки о Конго он позже начал с прямого признания, что это история поражения. К концу 1965 года он покинул страну ни с чем, а через 2 года он погибает в Боливии, и в этой истории тоже не обойдется без кубинцев из ЦРУ. Когда восстание было в основном подавлено, выяснилось, что победа сыграла против самого Чомбе. Справившись с восстанием, он стал слишком популярным и самостоятельным. У него появилась собственная сильная фракция, и он явно метил на президентское кресло. Касавубу увидел в нем угрозу и в октябре 1965 года отправил в отставку. Но настоящим победителем в этой истории оказался не президент. Все это время в тени набирал силу командующий армией Жозеф Мабуту. Тот самый, что однажды уже захватывал власть в 1960 году, отстранив Лумумбу, а затем вернул ее гражданским политикам. На этот раз он не стал ни с кем делиться. В ноябре 1965 года он сверг самого Касавубу и взял власть целиком и надолго. И так началась его диктатура, которая продолжалась больше 3 десятилетий. Чомбе, потеряв свой пост и опасаясь за свою судьбу при новом правителе, снова бежал из страны. Уже во 2-е изгнание. В 1967 году с ним случилась почти детективная история. Его самолет угнали и принудительно посадили в Алжире, где его взяли под арест. Угонщиком, кстати, оказался Фрэнсис Боденан, французский наемник, работавший на спецслужбы. Ирония в том, что Чомбе сам его взял телохранителем, не зная, кто он. И тот заманил его в самолет-ловушку. В 1969 году Чомбе умер. Официально от сердечного приступа. Хотя обстоятельства до сих пор остаются загадкой.
Человек, успевший побывать и сепаратистом, и спасителем единого Конго, закончил свои дни пленником в чужой стране. А Майк Хоор тем временем уезжал из Конго героем. Фотогеничный, охотно дававший интервью, он быстро стал любимцем западной прессы. Именно тогда журналисты придумали ему прозвище «Бешеный Майк» или «Мэтт Майк Хоор». И так родился образ хладнокровного джентльмена-наемника. В 1967 году он сам закрепил легенду и выпустил книгу «Конголезский наемник» и стал не только героем своей истории, но и ее летописцем. Несмотря на то, что Хоор уехал, наемники из Конго никуда не делись. Его Five-команда просуществовала еще около 2 лет. В конце 1965 года командование этим отрядом принял другой британец – Джон Питерс, но люди в отряде остались во многом прежними. В стране оставались и другие отряды, набранные еще для войны с Симба. Раньше они служили Чомбо, а теперь оказались просто никому не нужны. Для Мабуту эти вооруженные иностранцы и их союзники были уже не инструментом, а угрозой, и рано или поздно он от них хотел бы избавиться. Однако солдаты удачи почувствовали это первыми. Летом 1967 года они подняли мятеж против того самого правительства, которому еще вчера прислуживали. Во главе встали 2. Бельгиец Жан Шрам, который давно воевал в Конго и держал собственный отряд, выросший еще из катангских времен, а рядом с ним был француз Боб Денар, имя которого стоит запомнить. Здесь в 1967 году он появляется впервые и почти сразу выбывает. В первые же дни мятежа Денар был тяжело ранен и эвакуирован, а Шрам с остатками отряда и катангскими жандармами отступил на восток и захватил Букаву на берегу озера Киву, где продержался против всей армии Мабута несколько месяцев. К ноябрю 1967 года, прижатые к границе, они перешли в соседнюю Руанду и сдались. Их разоружили и под охраной вывезли из Африки. Так бесславно, без Хоора и без газетных заголовков о героях заканчивается эпоха наемников в Конго. Если в Конго ремесло просто выдохлось, то в Анголе его ждал куда более мрачный финал. В 1974 году в Лиссабоне пала диктатура, и Португалия начала спешно избавляться от колоний. Ангола получила независимость в ноябре 1975 года и тут же провалилась в гражданскую войну. За власть в стране бились несколько движений, и за их спинами стояли крупные державы. Народное движение за освобождение Анголы опиралось на Советский Союз и Кубу, приславшую свои войска. За его противников – Национальный фронт освобождения Анголы и Национальный союз. За полную независимость Анголы стояли соседний Заир, США, Китай и Южная Африка. Один из этих противников на деньги американского ЦРУ решил нанять британцев, и вербовщики набирали в Лондоне случайных людей. Это были уже не отобранные профессионалы Хоора, а пришедшие на запах денег, многие без всякого боевого опыта. Командовать ими взялся Костас Георгиу, греко-киприот и бывший британский десантник, уволенный из армии за вооруженное ограбление. В Анголе он назвался полковником Калланом. Каллан был патологически жесток. В феврале 1976 года его отряд попал в засаду и в панике отступал. По дороге наемники столкнулись с машиной, в которой ехали свои же бойцы. Но в суматохе они приняли их за врага и открыли огонь, убив несколько товарищей. В наказание Каллан приказал расстрелять тех, кто стрелял, около 14 человек. Это вошло в историю как бойня под Макелой. Расстреливать своих отказались почти все. И тогда приказ выполнил один из наемников, американец. Он выстрелил товарищей и убил их из пулемета. Но воевать против регулярной армии они не умели. Силы МПЛА вместе с кубинскими войсками быстро разгромили отряд, и часть людей попала в плен. Победившая МПЛА, ставшая новой властью Анголы, решила не проводить тихий обмен пленными, а устроить над ними открытый суд при международной прессе. Летом 1976 года в Луанде судили 13 человек, в основном британцев, а также нескольких американцев, и Запад фактически промолчал. 4 приговорили к смерти, и 10 июля того же года расстреляли. Среди казненных был сам и Каллан.
Был среди них и американец Дэниел Гирхард, который пробыл на фронте всего несколько дней и не успел даже толком повоевать. Одним из доказательств против него стало объявление, которое он когда-то дал в журнал, предлагая себя как наемника. В 1978 году, всего через 2 года после расстрела в Луанде, вышел британский фильм «Дикие гуси» с Ричардом Бёртоном и Роджером Муром. Он рассказывает о наемниках-ветеранах, которых нанимают спасти свергнутого африканского лидера. А в финале наниматель предает их и бросает на смерть, потому что ему стало выгодно договориться с новой властью. Само название восходит к старой ирландской традиции. Так когда-то называли ирландцев, уходивших служить в чужие армии, «дикие гуси». Прозвище существовало и раньше, но именно после этого фильма «дикими гусями» стали называть наемников вообще. Техническим консультантом картины позвали самого Майка Хора. Не потому, что он имел отношение к Анголе, а потому что к концу 70-х он был самым известным наемником в мире, буквально живой легендой этого ремесла, и герой Бёртона отчасти списан с него. Но история Хора на этом не заканчивается. В ноябре 1981 года, в 62 года, он возглавил ту самую авантюру, с которой мы начали наш рассказ. Попытку переворота на Сейшелах. В 1977 году власть на островах захватил Франц Альбер Рене. И теперь его собирались свергнуть и вернуть прежнего президента Джеймса Манчема. Рене держался социалистических взглядов и сближался с Танзанией и Советским Союзом. Но это не нравилось ни Западу, ни соседнему ЮАР. Рядом в Индийском океане стояла американская военная база на острове Диего Гарсия. И лишний очаг советского влияния здесь был бы ни к чему. За подготовкой переворота стояли южноафриканские спецслужбы. Как вы помните, около 45 человек прилетели на острова обычным рейсом из Свазиленда, выдавая себя за благотворительный клуб «Древний орден Пинадувов». Провалились они, кстати, на таможне по чистой случайности. Вся группа шла по зеленому коридору и прошла бы без досмотра, но один из них, Кевин Бек, по ошибке свернул в красный. И там его сумку выпотрошили и нашли автомат. Началась перестрелка, и в ней погиб один из наемников, а остальные захватили аэропорт вместе с диспетчерской вышкой. И вот тут им повезло. О том, что аэропорт захвачен, в эфир никто не сообщал, поэтому Боинг компании Air India спокойно сел на полосу и буквально ничего не подозревал. Самолет буквально прилетел к ним сам, и его даже не пришлось забирать силой. На нем они, кстати, и улетели в Дурбан. Однако 7 из них улететь не удалось. Их схватили. 4 приговорили к смерти, но позже ЮАР фактически выкупила своих людей. Финал вышел под стать всей эпохе. В Южной Африке Хора судили не за наемничество, а за угон самолета и дали 10 лет. Самый известный наемник планеты закончил карьеру не героем чужой войны, а осужденным авиаугонщиком за решеткой. Отсидел он, впрочем, около 3 лет и вышел в 1985-м. А позже описал всю эту авантюру в книге «The Seychelles Affair». Дальше была долгая спокойная старость в ЮАР. Майк Хор умер 2 февраля 2020 года, прожив 100 лет. Но Хор был не единственным героем этой эпохи. Был и другой солдат удачи – Боб Деннер. Если Хор прославился прежде всего как командир на поле боя, то Деннер играл в игру покрупнее. Он не просто воевал за чужую власть, он сам приводил к власти нужных людей и потом ими управлял. Почти 20 лет он будет свергать и возвращать правительство на Коморских островах, крошечном архипелаге у берегов Африки, а стоявшая за ним Франция всякий раз будет все отрицать. И о нем мы поговорим в следующей серии. И, кстати, другие серии из начала этого цикла про ЧВК вы можете посмотреть на нашем секретном канале. Увидимся.